Спонсором радио «Филадельфия» является адвокат Эми Соколсон. Если вам нужна юридическая консультация по вопросам персональных травм, адвокат Филадельфии Эми Соколсон предоставит вам полный спектр услуг по вашей проблеме. Адвокат Эми Соколсон представляет интересы своих клиентов в суде по вопросам личных травм, в том числе автомобильных аварий, производственных травм, укусов собак, происшествий на игровых площадках. По всем вопросам обращайтесь по телефону 215-969-3004. 215-969-3004. Радио «Филадельфия» благодарит адвоката Эми Соколсон за спонсорство. Радио «Филадельфия». Слушай свое. Спонсором радио «Филадельфия» является агент по недвижимости Макс Шейн. Если вы желаете приобрести или продать дом в короткие сроки, либо получить профессиональную консультацию, вам поможет агент по недвижимости компании Keller Williams Макс Шейн. Телефон 215-281-83-57. 215-281-83-57. Радио «Филадельфия» благодарит Макса Шейна за спонсорство. Комьюнити радио звучит именно так. Радио «Филадельфия». Слушай. Друзья, хорошие новости на радио «Филадельфия» в этот час, привычный для вас, 6 часов 10 минут в Филадельфии, и я рада вас приветствовать. Это Нара Шейн, а сегодня, к сожалению, одна, без Виталия до сих пор. Виталий, возвращайся, пожалуйста, скорее, очень-очень скучаем по тебе, всем нашим коллективам родийным. Но, друзья, тем не менее, сегодняшний вечер обещает быть очень и очень интересным, поэтому вы молодцы, что вы на нашей волне. Во-первых, хочу вам сообщить о том, что, если вы не слышали о том, что наш розыгрыш ко Дню Матери уже открыт, то тогда, внимание, в этот раз уже очень много участников, потому что мы разыгрываем Apple Watch цвета розовое золото, и кроме того, ужин от ресторана до бистро. Не на одного человека, а для двоих, чтобы вы там не скучали, пришли, взяли с собой свою пару, кого-то, я не знаю, с мамой пойдете, с дочкой, с сыночком, в общем, кого угодно приходить, а можно вообще всей семьей прийти к Аркадию Вишневскому, он вас там вкусно накормит. Так вот, друзья, чтобы поучаствовать, что нужно сделать? Заходите в нашу любимую группу на Фейсбуке, радио «Филадельфия. Хорошие новости», ставьте лайк на наши публикации с этим розыгрышем, делитесь ею, конечно же, пусть ваши друзья тоже об этом узнают, и отправляйте слово «Spring» на электронную почту nara@kw.com или просто пишите «Весна». Что-то такое, розыгрыш ко Дню Матери, лучше написать «Весна». Почта, еще раз напоминаю, nara@kw.com. Результаты мы объявим 6 мая в нашей программе. И, друзья, также хочу поблагодарить за спонсорство нашего вообще-то постоянного спонсора, извините за тавтологию. Мы очень благодарны Эми Соколсон, адвокату компании Велтер Юровский Зовтис Соколсон. И если что-то произошло с вами, например, на дороге, либо какая-то персональная травма произошла, на работе, либо, собака, не дай бог, укусила, то вы знаете, к кому обращаться, к Эми Соколсон. Кроме того, Макс Шейн Тим, тоже, мы с Максимом спонсируем этот розыгрыш. Всегда рады вам помочь, ответить на все ваши вопросы, касающиеся недвижимости. И, конечно, Аркадию Вишневскому огромное спасибо за то, что всегда нас так вкусно кормят. И вы знаете, что очень полезная еда в ресторане до бистро. Каждый месяц мы об этом говорим. Еще одно объявление, и для кого-то это будет хорошей новостью, а именно для тех, кто, ищет работу. Сейчас как раз-таки Two Ladies Bakery, наша любимая пекарня, объявила набор сотрудников на part и full time. Поэтому, если вы в поиске работы находитесь, то обращайтесь к нашим девушкам из Two Ladies Bakery. Сейчас они ищут сотрудников в их точку, которая находится по адресу 202 Holland Road. Но, в принципе, я думаю, что с ними можно еще поговорить. У них уже 4 точки. Открыли они уже одну в Нью-Джерси, одну в Дойльстауне. Есть их с чем поздравлять. Всегда они стоят, они на месте. И по вопросам звоните по телефону 856-383-7240. 856-383-7240. Если у вас нет транспорта, но вы очень хотите работать, тоже
позвоните, потому что, есть варианты и для вас. Ну и без сладкого вас Настя и Аня не оставят. Об этом я вас предупреждаю, потому что есть такое вот искушение. Я уже говорила некоторым друзьям, что вот так и так. А в Two Ladies Bakery объявлен набор, они говорят, ой-ой-ой, как бы не поправиться, если пойдешь туда на сладостях. И еще одно объявление, друзья, это то, что 15 мая в 10 утра мы проводим еще один семинар для покупающих дом, который так и называется «Хочу и куплю». А может быть, вы продаете, но наверняка вы что-то тогда будете снова покупать. Поэтому приходите на наш семинар «Хочу и куплю», посвященный недвижимости. Спикерами будут Макс Шейн, мой супруг и агент Keller Williams Real Estate, а также мордич-агент и лендинг групп компании Леонид Белов. Будем очень рады вас видеть по адресу 1111 Street Road, офис номер 304. 1111 Street Road, офис номер 304. Для регистрации звоните по телефону 267-251-7979, 267-251-7979. Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому, если хотите поучаствовать, то торопитесь регистрироваться. Ну что ж, а теперь я вам буду рассказывать о том, кто сегодня в нашей студии. Нам очень-очень приятно вам об этом говорить, друзья. Может быть, кто-то из вас знает, а может быть, кто-то вот еще не слышал, но 18 мая состоятся выборы в суд Бакс-Каунти. И сегодня у нас в гостях один из кандидатов на пост судьи по гражданским делам этого округа Амир Старк. Амир, добро пожаловать в нашу студию. Amir, welcome to our studio. Thank you. И еще я хочу представить человека, который нам сегодня помогает с переводом. Это Кира Щербакова. И большое спасибо Любови Бабак за то, что помогает нам сегодня с аппаратурой. Амир, нам очень приятно, что вы сегодня в этот вечер здесь с нами, и мы настроены на такую хорошую беседу. Amir, we're very happy that you're with us today, and we're ready for an awesome discussion. Но да, Отлично. для тех, кто не знает, кто такой Амир Старк, расскажите, пожалуйста, немного о себе, в целом. For those who don't know who is Amir Stark, would you please tell us about yourself? Well, yes, I'm a resident of Bucks County. I live in Churchville, and I'm a family law attorney. And I decided recently to run for the position of judge of the Court of Common Pleas to replace the soon-to-be retiring Alan Rubinstein. Я живу в Бакс-Каунти, в Чёрчвилл, и я адвокат семейных вопросов, и я сейчас баллотируюсь стать судьей вместо судьи, который уходит в retirement. На пенсию. На пенсию. Амир, а вообще давно вы здесь проживаете, в Америке? С чего началась ваша карьера как адвоката? Amir, how long have you lived in America, and how did your career as a lawyer begin? Those are two different interesting stories. So I moved to the United States in 1980 when I was 6 years old. Это очень интересная история. Я переехал в Америку. How old, I'm sorry? It was 6. Мне было 6 лет. And obviously at that age I came here with my family. My father was a doctor. Я приехал с моей семьей, мой отец был врачом. And he had completed his studies in Italy and Israel. Он учился в Италии и в Израиле. And now my family is from Israel. Моя семья из Израиля. And by way of Romania and Poland and Russia. Через Румынию, Польшу и Россию. And so my father, who was born in Israel, and my mother, who emigrated to Israel, they met, they married. My father went to medical school in Italy. Мои родители поженились в Израиле, и мой отец учился в Италии на врача. And that's where I was born. I was actually born in Italy. Я родился в Италии. And after my father finished his studies, we moved back to Israel. Когда мой отец доучился, мы обратно вернулись в Израиль. And then when I was 6, we moved to the United States. My father had finished his studies, and he wanted to become an orthopedic surgery resident here in the United States. И мы, когда приехали в Америку, мой отец хотел здесь стать врачом-ортопедом. So that was it. So in 1980, we moved to Brooklyn, New York. We lived in originally in Coney Island and then in Canarsie. В
в 80-х годах мы переехали в Бруклин и жили там. And when I was about 12 years old, my father completed his residency, and he took a position with a practice here in Pennsylvania. И когда мне было 12, мой отец начал работать врачом здесь, в Пенсильвании. And besides for the years that I studied in university and at law school, I've been living in Pennsylvania since age 12. И вот я с 12 лет живу в Пенсильвании, где я закончил школу для адвокатов. Почему именно адвокатом вы решили стать? Ну, бывает так часто, что дети идут по стопам родителей, да, но вы не стали врачом. Why did you decide to become a lawyer instead of a doctor like your father? The answer probably has to do with that I'm better at the kind of skills that require you to be a lawyer than skills such as math and science. But I think I always had an interest in the law. The subject of fairness and justice was something that always appealed to me. Even when I was very young, elementary school age, I started my studies in yeshiva. Когда я был маленькой, я учился в Ешиве, и мне всегда были интересны вопросы справедливости, и поэтому я решил, что эта карьера будет для меня. And one of the cornerstones of Jewish teaching is about the concept of justice. So it was something that was spoken to me from a very early age. И очень важный аспект еврейских учений — это вот эта концепция справедливости. And I think somebody gave me the bad advice that I should be a lawyer because I like to argue. И мне кто-то сказал, что я должен быть адвокатом, потому что я люблю спорить. Хороший совет. Друзья, я приглашаю вас к нашей беседе. Наш номер телефона 215-354-2030. Кроме того, мы лайв на Фейсбуке, поэтому если вы хотите задать ваш вопрос Амиру Старку, который сейчас баллотируется на пост судьи по гражданским делам округа Бокс-Каунти, то добро пожаловать. Но а почему теперь вы хотите перейти в политику? Why now do you want to go into politics? So that's a question that I've had to answer in this context. Is first of all, what your listeners need to understand is that for a judge to become a judge, they must engage in a political process. But once they become a judge, they're expected to become apolitical, non-political. Важно понимать, что чтобы человек стал судьей, он должен в какой-то мере заниматься политическими делами, но когда он уже становится судьей, он должен вообще не связываться с политикой и быть чисто судьей. So what I will say is that I decided to engage in politics not because I want to be a politician necessarily, but because when I came to learn that Judge Rubenstein was retiring and his seat would be up for election, I was inspired to take this opportunity to extend his legacy. Я не хотел быть политиком, но я когда узнал, что судья Рубинштейн выходит на пенсию, то я очень хотел продолжить его историю. Угу. Немного ознакомливалась с вашей программой, и один момент очень интересный, что вы себя позиционируете как консервативный судья. Что вы имеете в виду? It's very interesting for me that you position yourself as a conservative judge. What do you mean by that? Okay, so being a conservative judge means several things, but what it means to me, what's most important to me, is that a conservative judge is one who has the discipline to never make the laws from the bench, never legislate from the bench. That's the most important principle in being a conservative judge. Для меня самый главный принцип консервативного судьи — это то, что мы не создаем законы с скамьи, а мы просто исполняем те законы, которые уже существуют. And the reason why that's important is because under our system of governance, the laws are made by the legislative body, the laws are carried out by the executive body, and the laws are then interpreted by the judicial body, and each one of those elements has to operate within their own lane. When they start to swerve into one another's lane is when we end up with anarchy. Мне это важно, потому что в нашей системе закона у нас есть три тела
тяжело мне перевести. Но есть тело, которое пишет законы, есть тело, которое исполняют законы. Как ветви, да? Да, три ветви, да. Законодательные, Да, исполнительная, законодательная, исполнительная и another one? Executive? Да, законодательная, это исполнительная исполнительная, и собственно, есть. судебная, So, да. so the Судебная. legislative branch would be Yep. like the Congress, the Senate. The Yep. executive branch would be the president or the governor if we're talking about a state. And the judicial branch are the judges. But besides for the being a political conservative, you have to understand that I also have conservative family values. It's not only about being a political conservative, but it's also about relying on my value system, my conservative value systems, believing in a traditional house, believing in a traditional family structure as the best way to raise children and to promote the welfare of children and communities. That becomes a part of a conservative value system also. And that's another reason why conservative values are important on the bench. Для меня лично, у меня консервативные принципы в моей жизни, по которым я живу, что, например, семья должна быть семьей, и что мы должны следовать за тем, как оно есть, а не создавать новые вещи, которые не соответствуют традиционным понятиям. Амир, а на какой срок избирается вот судья округа Бакс-Каунти? How long is the term of a county judge? So, Court of Common Pleas judges are elected for a term of 10 years. And after a term of 10 years, a sitting judge may then run for what's called retention, where it appears similar to a ballot question, where the voters get to vote yes or no on retaining that judge. Now, if that judge is retained, then they serve another 10-year term, at the end of which they could run for retention again. If that judge is not retained at the end of their term, they could then run for re-election. So the reality is that most judges who sit on the Court of Common Pleas ultimately get to sit on that bench for as long as they want, usually into retirement. And then the mandatory retirement age for our judges is 75. Срок 10 лет, и после 10 лет, когда срок заканчивается, то они могут продолжить, если люди не откажутся от этого судьи, то они продолжат еще 10 лет, и так каждый раз по 10 лет. Если люди скажут, что они больше не хотят этого судью в конце срока, тогда он может опять баллотироваться на судью. Но в основном судьи остаются судьями, пока они не уйдут в пенсию в 75 лет. Now, I want to add to that's what makes this election particularly an important one, because you should know, your listeners should know that this is a county where the politics are changing. Bucks County for a long time was a conservative county. It was represented primarily by Republican politicians, and Republicans had a stronghold. Now I'm running as a Republican. Like I said, I'm not a particularly political person. The reason why I'm running as a Republican is because I'm a conservative, and I feel that Republicans are representative of conservative values for the most part. But the reason why this is very important in this election is because whoever we vote into this position is going to hold this position for a long time. Now, I'm 46 years old, so I could be in this position potentially for 30 years almost. And your listeners who are voters in Bucks County should realize that it's really important to have somebody with values that are similar to our own sitting on that bench. It's really a lot more important. The values of the judges that sit on the bench are a lot more important than who sits in the White House in Washington, D.C., because these judges affect your day-to-day life. So by taking this opportunity to vote in a conservative judge, by voting me in, the voters are guaranteed to have a conservative voice on that court for 30 years. And that's really important because we don't know what's going to happen to this county. The politics are changing. We are gone from a red to purple to maybe a blue county at some point in the future. And if your listeners are conservatives, and I think that many in the Russian community are, I've spoken to many individuals in the Russian community, and the values that we share are representative of those conservative values. Well, if these voters want somebody with their values on the bench for a long time to come, now is the time to become very, very active
and make sure that I win this election so that I can represent their values, because it's going to be for decades to come. Эти выборы очень важны, потому что судья, который победит эти выборы, он, возможно, будет в этом много лет. Я, возможно, 30 лет буду в этой позиции. И, как я понимаю, русское население имеет консервативные взгляды и ценности. И я хочу эти ценности представить и быть судьей, который будет продвигать консервативные идеи и взгляды. Угу. Друзья, 215-354-2030, телефон прямого эфира. Сегодня мы беседуем с кандидатом на пост судьи по гражданским делам округа Бакс-Каунти. Выборы состоятся уже 18 мая. Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте ваши вопросы. Действительно, очень такой важный выбор предстоит сделать нашему населению. Амир, а как вообще нужно голосовать вот в этом году? Как проходит голосование? Тем более, что пандемия, да, вот в этих условиях есть ли какие-то изменения? In connection with COVID this year, how are we voting? Are there any changes? There aren't any changes in voting particular to COVID, except for there are changes in general in Pennsylvania in how we vote, because there are a lot more mail-in voters now and a lot more opportunity for absentee voters, which I actually am not in favor of. I think people should go to the voting booth to vote. They should go to the ballot box. But changes have been made, and this is part of the liberal versus conservative argument about voting, which of course has been a very hot topic since the November elections of last year. And my opinion is that everybody should go to their polling place and vote in person. I think that's the best way to do it. I think that's the safest way to do it. And I don't think that COVID represents a significant obstacle, because there is a way to do it safely. We could maintain social distancing. People are getting vaccinated. People are wearing masks. People are being safe. And we could vote safely and make sure that our vote counts by not participating in these other types of voting that are so fraught with problems. Сейчас многие люди имеют возможность голосовать по почте, но я считаю, что самое лучшее — это прийти и проголосовать, и тогда не будет проблем, которые мы видели в прошлых выборах. Угу. Амир, вот теперь давайте коснемся непосредственно вашей программы. Каким образом вы планируете изменить, может быть, судебную систему, или все-таки вы направлены на то, чтобы ее сохранить, не систему, то, как решаются дела сейчас, да, в округе Бакс-Каунти? Что будет основными положениями вашей программы? I want to ask you about your specific program. What are you hoping to change in the judicial system, or maybe are you trying to preserve the system as it is and protect it from changes? Well, what I'm hoping to do is to promote these conservative judicial values, and an example of that that I could interject at random here is when we talk about Second Amendment rights. Second Amendment rights are our right as all Americans to bear arms for the purpose of defense, if need be. We don't have to justify it based on our Second Amendment, but we need to have judges who respect the rule and the laws as written, the Second Amendment being one of those laws. The Constitution of the United States and our Pennsylvania state constitution are the laws that apply and that judges should apply. But I do see a problem. And I do see and hear about judges not always applying the law as it's written. It takes a lot of discipline to detach yourself as a judge from the outcome you desire in a case to hearing the facts and applying the law and then deriving the outcome, however way it may play out. That's, again, a difference between a conservative and liberal approach, is that the conservative approach will never have a predetermined outcome, will never be one where the judge decides which laws should be applied and which laws should not be applied. And these are very important factors. These are important to people that go in front of the court every day. The outcomes really vary based on what kind of judicial philosophy the judge has when he or she are making rulings on your cases.
So you should know this, and the voters should know this, and your listeners should know this, that these philosophies, they really do matter to people. You may not realize it day to day because it doesn't always make the news. But if you are a gun owner, a responsible gun owner, for example, as I am, and if you want to have that right and not allow any interference with that right, say in a family court context, say that you are involved in a custody dispute and a judge may not want the child to be in a house where there are guns. Well, we have our Second Amendment right to possess weapons, and the judge should not penalize somebody for exercising those rights. And that's a very important value, and one that I hope your listeners could appreciate. Для меня очень важно продвигать консервативные взгляды. И, например, в Конституции написано, что мы имеем право иметь оружие. И судья, например, если он либерал и он не согласен с этим, он может решить кейс не так, как закон говорит, а так, как ему нравится. И я считаю, что это неправильно. Разница между либеральным судьей и консервативным в том, что консервативный, он смотрит на Конституцию, и он чисто выполняет, что там написано, не так, как он хочет, а именно как написано. Ну, Амир, вот бывают такие ситуации, когда судья обязан сделать выговор адвокату. А вот при каких обстоятельствах обычно это происходит, и как вы это будете делать? Sometimes it happens that a judge has to reprimand a lawyer for something. How do you deal with that? Well, that's very interesting. Yes, I think that does happen occasionally. I don't think it happens that often. But I believe that judges sometimes are faced with having to exercise control over their courtroom or control over the proceedings, or even not in the courtroom, but just over the way in which lawyers in a case interact with one another. I think it's important. Well, I'm a practicing attorney, and I'm a family law attorney, and that gives rise to a lot of acrimony in some cases. The job of a judge, I think, is to promote what all lawyers should also promote, which is civility in the practice of law. If there ever comes a case where an attorney, or maybe even just a litigant, is not treating the court with civility, then I believe that the judge does have to take action, but I believe that the judge should do it in a subtle way and not in a heavy-handed way, but in a way that promotes civility and collegiality. Я считаю, что в суде должно быть взаимное уважение и цивильность между всеми. И так как я сейчас адвокат, я тоже всегда придерживаюсь к этому, что я должен уважать всех, с кем я работаю, судей и адвокатов. И поэтому я считаю, что и судья, и адвокаты, это должна быть у них всех одинаковая цель. И поэтому если адвокат иногда, может быть, не с уважением обращается, то судья должен деликатно, но это исправить все равно. Не агрессивно, а деликатно что-то сказать и исправить эту ситуацию. Угу. Когда мы объявили о том, что вы, Амир, будете сегодня в нашей студии, нам поступил вопрос от одного из радиослушателей. Сейчас я его прочитаю, найду. Хотели бы вы изменить что-либо в семейном праве? Наверное, пусть будет, я бы чуть-чуть расширила этот вопрос в целом в нашей стране и отдельно, если брать в частности, в округе Бокс-Каунти. We have a question from somebody. Is there anything that you would like to change in family law in the country in general or specifically in Bucks County? Yes, if I was a legislator, and if I was empowered to make such changes, which of course is not the job of a judge, but I understand the gist of the question, I would like to see more emphasis put on preserving the safety of children in cases where there is an allegation or a relation of abuse. We have, in family court custody cases, we apply 16 independent factors to each case.
And certainly one of those factors does have to do with abuse, and at least one other factor may take that into account as a subpart. But I would like to see it more formalized. And you asked on a nationwide level. I think this is I speak about Pennsylvania law because I'm a Pennsylvania attorney. And for example, if we cross the bridge into New Jersey, the laws are very different over there. So I can't speak to the laws of all 50 of our states. But I think that keeping children safe from abuse is very, very important. And the detail of me saying that is we have to define what abuse is. Sometimes the definition of abuse is too narrow. And I would personally, if I was writing the laws, if I was part of a legislative body, I would want to explore ways to better understand what abuse is so we could better protect children. Because my principal goal in my practice is to protect children and families. And in fact, as part of my practice, and even long before I was involved in family law, I've represented hundreds of victims of domestic abuse and violence. We have a program in our court in Bucks County where every Wednesday the court holds protection from abuse court. And to a large degree, that system relies on volunteer attorneys to represent both sides, both the petitioners and the defendants in these cases. Now, I have been volunteering for many years, almost every Wednesday that I'm available, as a volunteer through Legal Aid of Southeastern Pennsylvania. And I'm also a solicitor, or the solicitor rather, for an organization here in Bucks County called A Woman's Place. And that organization is our victims advocacy group. They receive funding from the state and through other sources to provide advocacy to victims. And so through those two organizations, I'm able to help to protect victims of abuse. Mm-hmm. And that's very important to me, especially children. When children are the victims of abuse, I think there's really no worse thing in our community. Угу. У нас есть телефонный звонок, мы сейчас поднимем трубочку, потом Кира переведет предыдущий ответ, и потом мы уже выслушаем вопрос от нашего радиослушателя. Ой, перезвоните нам, пожалуйста, еще раз, 215-354-2030, телефон прямого эфира. Сегодня мы беседуем с кандидатом на пост судьи по гражданским делам округа Бакс-Каунти Амиром Старком. Друзья, выборы состоятся уже 18 мая, поэтому будьте очень внимательны, потому что вы можете влиять на жизнь в нашей стране. Давайте примем звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, это Дэви Аркадьев, журналист. Я вас узнала. Вот, я приветствую обаятельную Нару, как ведущую, и всех, кто сейчас в студии. Дэви Аркадьевич, спасибо большое. Да. Сразу хочу, чтобы Амиру перевели, что я его услышал, не видел, вот, но он мне уже симпатичен. Это можете ему перевести сразу. I want you to tell Amir that I heard him and I like him a lot. Thank you very much. Дэви Аркадьевич. Нарочка, я объясню почему. Потому что я услышал, что у Амира отец врач по профессии. А я журналист по профессии, и с моей точки зрения у врача и у журналиста принцип высочайший должен быть – не повредить. Можете это ему тоже перевести. I like him because he said that his father is a doctor and I'm a journalist, and both doctors and journalists should have the highest standards of not harming people. And that's why I like him. И пожелав, я заканчиваю, Нара, пожелав Амиру удачи на выборах, потому что с моей точки зрения это будет справедливый судья и адекватный прежде всего человек. Да, переводите. I want to wish Amir luck because I believe that he will be a fair judge and an adequate person. Thank you for that. It's a tremendous compliment. Я, кроме комплимента,
хочу внести свою посильную маленькую лепту в его избирательную кампанию. Это можете перевести. He says, I also want to give money to his campaign. Well, Да, только we appreciate that because we're running a small campaign and every donation counts. So you could go to my website at amirstarkforjudge.com and donate right through our website. Okay, excuse me, but I interrupted you. Excuse me, my English. Я хочу сказать, и вот это вы ему переведите, что у меня есть свой канал в Ютубе, где более 3000 подписчиков, которые интересуются многим. Они в разных странах мира. И я абсолютно бесплатно, absolutely free, готов сделать для Амира, снять его и показать человека, которого я заочно симпатизирую, которому и желаю ему добра. Вот это ему можете перевести. Спасибо, Дэви Аркадьевич. Тогда мы с вами свяжемся после эфира по всем этим вопросам. Обязательно. Спасибо. Нарочка, запишите, да. Вы мой У меня телефон есть ваш знаете. номер, конечно. Хорошего вам эфира. Но напоследок, как говорится, я слушал вас на воздухе по телефону, трансляция отключилась, и я зашел позвонить в дом. Спасибо, Дэви Аркадьевич. Да, Ирочка, может перевести. He said he has a YouTube channel with over 3,000 subscribers, and he would love to absolutely for free, make a video of you and share That's it. very nice of him. And if he's still listening, I'd like to say to him that his English is a lot better than my Russian. Ваш английский лучше, чем мой русский. Да, и до этого был у нас вопрос, да, который задал радиослушатель. Кира, если ты помнишь ответ, хотя бы I'm going to в translate чертах. what you answered. Да. Спросили, что вы бы поменяли в семейном законе, и он, я бы поменял то, чтобы больше было, чтобы больше концентрации было на защите детей от насилия, чтобы я работаю с организациями, которые помогают детям, и я волонтирую с ними, есть дом для женщин, у которых было насилие против них, против их детей, и я там волонтирую, и еще в другой организации, и поэтому для меня очень важно, я бы хотела, чтобы намного больше было усиленной работы с тем, чтобы защищать детей от насилия. Защищать детей и женщин, да, получается, Да. вот в основном, кто страдает от этого, а вот статистика, что нам говорит об этом? То есть много ли случаев таких? Do you know of statistics about domestic violence? I do know some of the statistics, and they're very, very sad. If you ask me specific questions, I may or may not be able to answer off the top of my head what the statistics are, but I could tell you from my own personal observation of the fact that I volunteer in PFA court almost every Wednesday that I can. And I see that on any given Wednesday in Bucks County, we have somewhere in the neighborhood of 25 to 45 cases filed. That means that's victims who are children, who are women, who are men, who are grandparents, who are siblings. A lot of the problems stem from drug abuse. A lot of the problems stem from mental health issues. We have quite well, we're in really bad shape when it comes to domestic violence and abuse because it seems that it's something that transcends socioeconomic barriers. In good times and bad times, there's always domestic abuse, and it's really pretty sinister because it could be happening right under your nose. It could be happening right next door to you, no matter where you live. And if you're rich or if you're poor, and if you live
in the best neighborhood or the worst. It's something that happens every single day. So it really is something that we as a community have to tackle. And I think that people who work in the courts, judges, lawyers, really need to understand this. Я не знаю точные цифры статистики, но каждую среду в Бакс-Каунти проходят суды и слышания по поводу домашнего насилия, и там часто бывает до 45 кейсов людей, против которых насилие. Это могут быть женщины, дети, мужчины, бабушки, дедушки, братья, сестры. То есть насилие, оно очень часто происходит, очень много этого происходит, и то, что страшно, это мы можем даже не знать об этом, оно может происходить прямо у наших соседей, прямо в доме рядом с нами, и мы даже об этом не знаем. Поэтому это очень большая проблема, и я очень сильно за это переживаю и работаю, чтобы это убрать. Мгм. Ну, Амир, вы знаете, я бы хотела все-таки посмотреть на другую сторону медали. То, с чем я сталкиваюсь, да, когда разговариваю с родителями нашими, ну вот, филадельфийскими, там, Бакс-Каунти, в том числе, бывает такое, что ребенок просто ушибся, например, да, он упал, я не знаю, головой ударился об шкаф, еще что-то произошло, и у него потом там синяк, шишка, а он приходит в школу, и начинается очень много вопросов по поводу того, а что произошло. И бывает, что приходят в дома и говорят родителям, ну, не ругают их, но начинаются проверки такие. Наши родители этого очень сильно пугаются. Ну, наши, я имею в виду, русское комьюнити, да? Что мы натворили, почему? Почему к нам приходят там люди и начинают с нами, ну, вот, разговаривать по всем этим поводам? Потому что, ну, это нормально, да, что ребенок ведет себя как ребенок и получает шишки просто вот, ну, на ровном месте бывает даже. Что вы можете сказать, ну, я бы сказала, в ободрение, в утешение вот тем родителям, которые сталкиваются с такими ситуациями? I want to look at the other side of this issue where talking to parents in Philadelphia and Bucks County, sometimes kids may fall down, get a bruise, just an innocent accident. They go to school and questions start coming up, and social workers start coming to the house and asking what's going on. And people, and Russian parents are very scared of this because they don't understand, you know, who are these people coming to my house, and how can you encourage or calm the parents down from your position? Well, first of all, I think that parents need to rely on the wisdom of the courts to be able to differentiate between an accident and abuse. And of course, we always hear of a horror story or two where there was something innocent that happened that appeared to be abuse and the lines were blurred, but it doesn't happen often. My advice to the community is this, is to be cooperative in these processes. If a social worker asks questions, your first inclination is to close up and not give answers. But I think it's okay to speak. I think that by speaking the truth, eventually the right outcome is accomplished. But what happens is when people seem like they are being evasive, it creates suspicion, and sometimes it creates suspicion in a case where nobody did anything wrong. So this isn't like a criminal procedure or a criminal proceeding where a person is being investigated and maybe they shouldn't make any statements without a lawyer being present. If there's anybody where there's ever a question of abuse, you should answer the questions to make sure that the child is not being abused, because the child may be getting abused by someone and you don't realize that the child is getting abused. And you may say, well, I never did anything abusive. But then it comes to the surface that maybe there is really some abuse somewhere in the child's life, and that needs to be discovered. So I promote cooperation with agencies that are tasked with making sure that children are safe. I would encourage listeners to cooperate for the benefit of the safety of children, and also rely on the wisdom of the courts. But here's another reason why I am sitting here, is because you need to have the type of candidates that possess the kind of wisdom to be able to see through the nonsense. You have to acquire that wisdom through your life history, through your career, and just through the type of temperament that you have as an individual.
And that is important. That's why we have to make the right decisions when we vote for our leaders. Я хочу вас ободрить и сказать, что мы можем надеяться на мудрость судей и социальных работников, то, что они понимают разницу между насилием и просто акцидент, что-то произошло. Они понимают. И я хочу вам сказать, что если к вам кто-то пришел и спрашивает вопросы, не бойтесь их, просто ответьте им. Если ничего не происходит, так и скажите. Если вы будете бояться и как-то себя вести, как будто вы что-то скрываете, тогда начинаются подозрения. И если вы будете просто отвечать правду в таком случае, то все выяснится. И плюс вы не знаете, может быть, вы ничего не делаете, но, может быть, кто-то другой насилует ребенка, и вы даже об этом не знаете. Эти служебные, эти люди, которые приходят, они хотят помочь и вам, и ребенку. Они не приходят с целью забрать, они хотят помочь. И просто воспользуйтесь этим, они для вас приходят, не против вас. Но если мы уж заговорили о темпераменте, то тогда, Амир, скажите, пожалуйста, вот какими качествами должен обладать хороший судья, и какими вы обладаете, а какими не обладаете? Или обладаете, может, в меньшей степени? Of all the qualities and characteristics that make a person a good judge, which ones do you think that you possess the most and which ones the least? Well, I think that the most important quality that I possess, which I feel is very important for the job, is being compassionate, being able to have a connection to the people that you're working to protect as a judge. And I think that I am a compassionate person. I think that my experience as an immigrant, and I think that my experience in working with families and children has distilled in me a great sense of compassion and a great understanding for people and their needs. Mm-hmm. And you asked which quality I think I maybe am lacking in. Well, I would say that if ever I'm on the bench and I'm tasked with the job of telling an abuser to his or her face that they did wrong, I would find it very difficult to do so with much restraint. I think I would do so in an unfiltered way, in a way that would really get the point across. And some might say that a judge should always be restrained, and that's probably true. But I think that if there's anything that I will learn on the job is restraint in those situations where you're hearing some horrible stuff. And you as a judge have to sit there stone-faced and take it in and still be able to do your job, make a good decision, apply the law to the facts. And I think that that's something that requires practice. Mm-hmm. Я считаю, что мое самое сильное качество – это сострадание. Я как иммигрант и как адвокат в семейных вопросах, за мой этот опыт, я в себе, у меня выработалось сострадание к людям и к разным ситуациям. Мое самое такое качество, которое надо поработать над этим, это то, что часто мои эмоции подключаются к мою работу, и я не знаю, если у меня получится, когда я буду сидеть на скамье судьи, если у меня получится без эмоций судить эти кейсы и как бы хладнокровно, или нейтрально как бы отвечать без эмоций. Угу. Очень интересно. Друзья, напоминаю о том, что мы беседуем о выборах, которые состоятся 18 мая, выборы в суд Бакс-Каунти, округа Бакс-Каунти. И сегодня у нас в гостях кандидат на пост судьи по гражданским делам Амир Старк. Поэтому пока еще есть немножко времени, совсем осталось, звоните, пишите. Мы на Фейсбуке, лайв также в группе радио Филадельфия «Хорошие новости». Телефон прямого эфира 215-354-2030. И еще прежде чем мы уйдем на музыкальную паузу, я напомню, не знаю, для кого сейчас я это говорю, но наверняка кто-то есть из наших радиослушателей, кому эта информация нужна. Информация о том, что
А Two Ladies Bakery ищет сотрудников на part и full time на кухню. Так что если вы увлекались или увлекаетесь выпечкой и сейчас без работы, то звоните Анне по телефону 856-383-7240. 856-383-7240. Обращайтесь также на Фейсбуке, есть страничка Two Ladies Bakery, на Инстаграме, везде вы их можете найти. И даже если нет у вас транспорта, все равно, друзья, звоните, потому что этот вопрос решаем. Ну и находясь в Two Ladies Bakery, друзья, без сладостей вы не останетесь. И сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу, часовая перебивка у нас. Оставайтесь на нашей волне 106,5 FM. В студии сегодня Нара Шейн. И спасибо большое, еще раз говорю, за то, что Любовь Бабак у нас помогает с аппаратурой. Любовь Бабак у нас сегодня диджей. И Кира Щербакова переводит Амира Старка. Спасибо, Кира, большое тоже. Когда-то давно было нам хорошо, были звезды в руках, забывалось в твоих глазах, таких голубых глазах. Но сложилась судьба, что теперь холода, ненавидишь меня, но я схожу с ума без тебя. Я хочу еще раз забыться с тобой и позвать с собой. Давай со мной за звездами, поверь мне, это просто. Давай со мной за звездами, рука в руке, космос. Одной-то не получится, не хватит сил добраться. Уже устала мучиться, хочу к тебе прижаться. You are listening to WHII-LP, Warminster, 106.5 FM, Radio Philadelphia. В эфире радио Филадельфия, 106,5 FM. В Филадельфии 7 часов вечера. Давай со мной за звездами, поверь мне, это просто. Давай со мной за звездами, рука в руке, космос. Одной-то не получится, не хватит сил добраться. Уже устала мучиться, хочу к тебе прижаться. Давай со мной за звездами. Одной-то не получится, не хватит сил добраться. Уже устала мучиться, хочу к тебе прижаться. Давай со мной за звездами, поверь мне, это просто. Давай со мной за звездами, рука в руке, космос. Одной-то не получится, не хватит сил добраться. Уже устала мучиться, хочу к тебе прижаться. Радио Филадельфия. Слушай свое. 106,5 FM. Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять.
Я боялась огня, я тонула в зеркалах. Ночь пугала меня, пряча звезды в облаках. Я забуду все слова, я не буду рисовать эту ночь, в которой не было тебя. Я смотрела на дождь, я летала в облаках. День, когда ты придешь, будет скоро, а пока я забуду все слова, я не буду рисовать этот день, в котором не было тебя. Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять. Ночь летела на свет, день мечтал о тишине. Я искала ответ в заколдованной стране. Я забуду все слова, я не буду рисовать этот мир, в котором не было тебя. Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять. Долгие дни, долгие дни. Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять. Долгие дни, длинные ночи, где так легко найти тебя и трудно потерять. Долгие дни, белые ночи, где ничего не объяснить и трудно не понять. Вместе работаем, вместе отдыхаем. Радио Филадельфия. Слушай свое. Чего бы ты хотел от мечты? Может быть, немного огня, холодней порою. Дорогие наши радиослушатели, вернулись мы к вам. Спасибо, что вы на волне 106,5 FM. Сегодня у нас очень интересная беседа. Напомню, в студии сегодня Нара Шин, Любовь Бабак, Кира Щербакова у нас сегодня в качестве переводчика. И беседуем мы с кандидатом на пост судьи по гражданским делам округа Бакс-Каунти Амиром Старком. И, Амир, напоследок у меня буквально пару вопросов. Мне интересно, а есть ли судья, которому вы восхищаетесь, и, может быть, на которого бы хотели быть похожим?
Amir, is there a judge that you admire and that you would like to be like? What sparked my candidacy for judge is that Judge Rubenstein, who's retiring, he's a judge who I appeared in front of on several dozen cases. And I always admired him for the fact that he would pay very, very close attention to what people were saying, even though sometimes they didn't realize it. And he has a very, very thorough understanding of the law. But what really sets him apart, and the reason why I would say that I admire him, even though I could say this, there's something that I admire probably about every single judge who sits on our court in Bucks County. I've known and have appeared before most of them. Some of them I even knew before they became judge, when they were lawyers, and we practiced in cases against one another, and I've always had a respect. But the reason why I single out Judge Rubenstein is because he has a way about him of articulating his decisions to people in a very unfiltered way. And sometimes he's been criticized for that, but I actually admire him for that, because when you articulate the reason why you're making the decision which you are as a judge, you are, in some instances, helping people to explain what they could do a little bit better. Not just telling them the outcome, okay, we had a trial, here's the outcome, have a nice day. But saying, here's why the outcome was what it was, and here's what you could do a little differently. And in some instances, I've really seen examples where he's done that and really had an incredibly positive effect on people's lives by taking the extra time to articulate and explain his decision. Sometimes people don't like to hear the answers because sometimes the answers are very harsh. But I admire that in him, and that is a legacy which I hope to continue on the bench. Вообще я уважаю всех судей в Бакс-Каунти. В каждом есть что-то, что мне нравится, но особенно мне нравится судья Рубинштейн, потому что он всегда выслушивает людей полностью. Вот он очень внимателен ко всем, кто приходит в его судебный зал. И когда он говорит свое решение, он не просто его говорит, но он объясняет, почему он так решил, и он дает людям возможность понять, что они могут поменять, чтобы в следующий раз получилось иначе. И мне в нем это очень нравится, что он не просто говорит, а он именно помогает людям измениться и понять всю ситуацию. Замечательно. Ну и последний вопрос, он будет такой вопрос личного характера. Амир, немного расскажите о вашей семье и как они относятся к тому, что вы баллотируетесь на пост судьи. And this is the last question of a more personal nature. Can you tell us about your family and how they feel about you running for judge? So, yes, my family. My family consists of my wife and my two daughters, who are 12 and 7 years old, and we're raising them here in Bucks County in Churchville, as a matter of fact. My daughters they seem to be accepting of the fact that I'm very, very busy with this campaign, and they don't see me as much. In fact, my youngest daughter, she said to me a couple of weeks ago, she said, "Daddy, I never see you anymore." And my response to her was that I'm working very hard on something that I hope will make you proud one day. And she says to me that she's proud of me, that she's okay with my answer. But my family also consists of my parents, who also still live in the area here. They live in Montgomery County now. But I try not to take it too much to heart when a Jewish mother tells her son that she's proud. That could be simply for showing up on a Thursday night. But I hope that the values that I learned growing up in their house, these values that are coming through in me as a candidate, are making them proud. У меня есть прекрасная жена, две любимые дочки, 12 лет и 7 лет. И они понимают, что вот моя младшая меня сказала: "Папа, я тебя так редко вижу в последнее время". И я ей ответил: "Это потому, что я очень сильно тружусь, чтобы ты мной гордилась". И она сказала: "Я тобой горжусь". И
У меня еще есть родители, которые живут тоже здесь, в Монтгомери County, и они тоже мной гордятся. И я хочу через свою работу сделать так, чтобы всем было лучше. Амир, и сейчас у вас есть возможность обратиться к нашему русскому комьюнити, к нашей общине русской. Вот глядя в камеру, просто скажите им то, что вы бы хотели им сказать. Amir, now you have an opportunity to speak straight to our Russian community. You can look straight at the camera. Oh, I forgot the camera is there. And tell them everything you want It's to say. okay. So what I'd like to say to the Russian community is I think that in meeting a lot of you on my campaigning and in speaking to people in the Russian community, I feel that we're very connected. I feel that I'm very connected to the Russian community, a community of immigrants, a community who values the opportunities that are available to us. And one of those opportunities is to vote for who our leaders are, to vote for leaders who share values with us. And so what I would like to say to the Russian community is to think about what those values are. Think about what are the values that you want to see in a judge. And think about whether those are the values that I represent. And if the answer is yes, then I want you to get involved. I want you to get involved with my campaign. I want you to register to vote. Register as a Republican because I'm running in the primary campaign, May 18th, or the primary election rather, on May 18th. Only registered Republicans will be able to vote for me in the primary. And if I win that primary and I become the Republican nominee, then I run in the general election in November. But if you're not registered, or if you're not registered as a Republican, there's still time. You have until May 3rd to register as a Republican and vote for me on May 18th for judge. Я с многими уже познакомился в русской общине, и мне все очень понравились, и я считаю, что у вас тоже консервативные взгляды, как у меня, и я хочу вам предложить подумать просто о своих ценностях, и если я имею эти ценности, которые вы хотите в суде, и я хочу вам сказать, что еще есть время, если вы еще не зарегистрированы, голосовать, что вы можете это сделать. 18 мая будут голосования республиканские, primary, и чтобы в них голосовать, вы должны быть зарегистрированы как республиканцы. Поэтому, если вы зарегистрированы просто как демократ, либерал, или просто вам надо записаться именно как республиканец, чтобы за меня проголосовать в мае, 18 мая, а потом уже в ноябре будет главное голосование, и тогда все могут. Но, пожалуйста, зарегистрируйтесь, и я надеюсь, что вы за меня проголосуете, и я буду для вас делать все, что я могу, чтобы продвигать ваши ценности. Большое спасибо, Амир. Спасибо за то, что вы сегодня побывали у нас и дали нам возможность с вами познакомиться. Спасибо, друзья, за то, что вы были с нами. И да, если вам понравился Амир Старк, если вы считаете, что это вот тот кандидат, которого вы искали, ждали, то 18 мая можете смело голосовать. Телефонный звонок у нас есть. Будем ли мы его принимать, решает у нас диджей. Да, примем телефонный звонок. Последний на сегодня. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый вечер. Мое имя Роман. Я хочу за Judge говорить пару слов. Judge, my name is Roman. I'm very impressed. You answer questions to all people. So, I'm Ukrainian. And in Bucks County, the huge Ukrainian community is 90%, approximately 90% is Republican. So I am conservative Republican. My son is 21 years old, but he votes for Republican too. So I promise and talk to my friends, to my Ukrainian friends, and we all be vote for May 18. About you, because you are conservative. This is my point, and your answer is very well. So Ukrainian community will stay with you. 90% is Republican. So good luck, Judge. Thank you. I appreciate Спасибо that, большое, Роман. Спасибо вам. And if Roman is still listening,
what I'd like to say is that I've come to know that many in the Russian and Ukrainian community and many other immigrant communities in Bucks County are conservatives. And so one would think that conservative and Republican go hand in hand. What I want to tell your listeners, though, this is very important for them to know, is not every Republican is a conservative. Now, I'm coming to you as a conservative first because I was a conservative much longer than I was a Republican. But I am an outsider. I'm a non-establishment candidate. I'm an outsider candidate. And I come as a conservative first. And I ran as a Republican because of the two parties. I think the Republicans are more likely to represent a conservative field, but not necessarily. And so the Republicans have other candidates in mind, but I want you to think about me and about the values that set me apart and my dedication to what I've done and what I bring to this, and hopefully make the right choice. Check out my website, AmirStark4Judge.com. You'll get more information about me there, about my campaign, and I would love to have you join me in my effort. Я хочу сказать, что я первым делом консервативный кандидат, а уже по второму я республиканец. И у республиканской партии есть другие кандидаты, но я хочу сказать, что я более склоняюсь к консервативной стороне в республиканской партии, и я буду очень рад, если вы за меня проголосуете. Вы можете выйти на мою веб-сайт AmirStark4Judge.com. Спасибо. Да, то есть не все республиканцы у нас являются консерваторами, консервативными, и Амир говорит, что он более консервативен, в первую очередь консервативен, да, а потом уже республиканец. Окей, друзья, напоследок только напомню вам о двух мероприятиях очень важных, которые вас порадуют. Это наш розыгрыш ко Дню матери, где мы разыгрываем Apple Watch 6, и также ужин для двоих от ресторана до Bistro Mediterranean Grill. Для участия лайкайте публикацию, делитесь ею в нашей группе на Фейсбуке «Хорошие новости» на радио Филадельфия «Хорошие новости», и отправляйте слово «Весна» на мою почту nara.s@tw.com. 6 мая объявим результаты. Спасибо большое за спонсорство адвокату Эми Соколсон, адвокату по персональным травмам. Также благодарю Аркадия Вишневского, владельца ресторана до Bistro Mediterranean Grill. И спасибо моему супругу Максу Шейну, который является таким лидером нашей команды. Макс Шейн Тим. Все вопросы по недвижимости, друзья, обращайтесь. И еще раз напоминаю о том, что 15 мая прямо в середине мая, это будет в субботу, состоится наш еще один семинар, дружеская встреча, больше даже я бы так сказала, которая называется «Хочу и куплю». Если вы хотите купить недвижимость, то тогда приходите, потому что будет выступать и Лендер, Леон Белов, и также Максим Шейн, и ответят на все ваши вопросы, касающиеся недвижимости. Регистрируйтесь по телефону 267-251-7979, 267-251-7979 и торопитесь, потому что количество мест ограничено. И, Насим, мы с вами прощаемся, друзья, до следующей недели уже. Надеюсь, что на следующей неделе Виталий будет с нами. Спасибо большое за внимание. Если вдруг вы подключились в самом конце, то всегда вы можете переслушать наш эфир в нашей группе на Фейсбуке. Будьте здоровы, дорогие друзья. Весна наступила. Наслаждайтесь этим прекрасным временем года. Мы очень ценим, что вы поддерживаете наше радио тем, что даже вы находитесь на нашей волне, знаете, вы уже нас поддерживаете, нам от этого очень тепло. Спасибо большое. С вами была Нара Шейн. Благодарю, говорю большое спасибо за помощь сегодня Любови Бабак и Кире Щербаковой. А с Амиром Старком мы увидимся тоже в скором времени.